Мама придумала новый способ регистрации, когда нужно багаж регистрировать самому и ложить на ленту тоже самому. Сегодня это прямо вызвало какой-то ажиотаж. Они не объясняют нормально, что нужно сделать, и получается... Там еще 2 чемодана было, вообще, короче, весело. Так надолго я еще не летала, но все бывает в первый раз. Я приехала в город Фоджа, он находится в Италии, в регионе Апулия. Я приехала сюда на учебу. Это учеба на семестр, называется Erasmus+, обмен. Я купила итальянское мороженое в прошлый раз, когда я была в Италии, я пробовала, было очень вкусно. Но это я купила в супермаркете. Вот так вот, ой, не видно. Вот так вот оно выглядит. Сейчас будем пробовать. Немного подтаял. Ничего так, надо его в морозилку поставить. Как это работает? Университет, в котором я учусь, заключил контракт с университетом в городе Фоджа, и есть возможность студентам ехать по обмену на семестр, обучаться по программе, которую они учат в Украине. Считается как центр Фоджа. Ну, здесь вообще такая активненькая жизнь, куча народа. И люди на улице вот разных возрастов, и молодежь, и старики, и среднего возраста. Очень много машин, автобусы ездят. А Европейский Союз выделяет себе стипендию, поэтому, ну, естественно, когда ты со стран Eastern Partnership, очень сложно прожить на эти деньги, поэтому Европейский Союз об этом позаботился, выделяет себе стипендию. Все зависит от того, какой уровень страны. Чем выше уровень страны, тем меньше стипендия. Так как я с Украины, то у меня стипендия побольше в основном, чем у всех. Здесь немного здания отличаются от того, где я живу. Они здесь такие более, не знаю, как сказать, ровные, что ли. А у меня такие более то ли старые постройки. Мне сделали фискальный код буквально, наверное, за минут 15. Очень быстро. Я сделала копии визы и паспорта, заполнила бумажечку. И мне сразу же выдали код. Это вообще, это просто сервис на высшем уровне. Кажется, машин здесь больше, чем людей. Просто все заставлено. Потому что здесь у каждого члена семьи есть машина. Вечером очень много людей на улице, это считается центральная улица. Все выходят прогуляться, посидеть в парке. Одно из достопримечательностей Фоджи — это вот такой вот фонтан, как на центральной улице. Так как мне надо открыть банковский счет, мне нужно было пойти в банк, в Италию. Но, к сожалению, она, наверное, минут 40 провозилась с документами и не получилось. Придется завтра возвращаться. Так что в Италии тоже не все работает с первого раза. Я не знаю, было ли вам слышно, но качество звука просто суперское, хотя это, ну, как такой концерт, я даже не знаю, что это, просто шлайна была, то очень классно, и перед этим эта девушка выступала, это так колоритно, столько звуков, и такое звучание музыки, просто супер.
волонтеры при университете сегодня нам организовывают поездку на пляж. Это стоило 10 евро, но это, кстати, как раз нормально, потому что я смотрела, цена за автобус стоит 6 евро, чтобы добраться в одну сторону, получается 12 евро. Здесь, получается, мы сейчас идем к морю, и здесь открывается такой вид шикарный на Адриатическое море. Это выглядит просто невероятно, когда море и небо сходятся в одной точке и даже почти не различить, где что. Здесь на пляже галька, песка нету, но она такая мелкая, что в принципе нормально. Здесь можно покататься вот на таком вот катерке. Я думаю, нужно сейчас уходить. I think they come in here or not? I mean, they come in here? Yeah. Oh, we should get out. Здесь очень красивые, скалистые такие. Это как бухта вот получается. Еще очень интересно, очень много вот таких вот как маленьких пещерок. Берег такой впечатляющий, никогда на таком не было. Вода очень приятная, очень прозрачная, но ну, такая попрохладнее, конечно, чем в Красном море, но все равно достаточно приятная. Даже есть душ, вот он, платишь 50 центов и можешь помыться. Еще в один городок, или как это называется, Манфредоне, вот, остатки. Тоже море есть, курорт. Это итальянское мороженое. Просто 1000 вкусов. Thank you. Это не мороженое, это называется джеладо, это итальянский, ну типа как вид мороженого, но оно очень быстро тает, то есть его нужно очень быстро есть, и ну, вкус, конечно, неповторимый, я такое ела только в Италии. И это одна из популярных достопримечательностей, называется Ghost Church. Церковь привидения. Ну, на самом деле, такое чувство, когда ты смотришь на нее, что она как будто прозрачная. Вот так вот церковь выглядит сблизка. На самом деле, это просто очень такие тоненькие железные прутики, или как-то так. И создается такое впечатление, что она просто прозрачная, как привидение.